Популярность пленки на самом деле в последние годы, может быть, не все заметили, но она растет. Последние десяток лет точно. Честно говоря, я начал знакомство благодаря Инстаграму и западному сообществу, то есть это США, Канада, скажем. Там достаточно пленочное движение не только что развито, оно, в принципе, и не переставало быть популярным среди старшего поколения, так скажем. Но у нас не настолько большой и насыщенный архитектурой, скажем, какими-нибудь интересными местами город. Нужно понимать, что я снимаю не архитектуру, а мне больше нравятся моменты с улиц. То есть та же архитектура, застройка — это скорее как фон для событий. Мне нравится больше события, связанные вокруг людей. То есть я бы назвал это макросъемкой, не в том плане, что это съемка деталей, а съемка каких-то событий, происходящих на фоне города. То есть если вы спуститесь, так сказать, до уровня людей, то вы увидите, что город любой достаточно может быть насыщенным. Возьмите тот же Минский или Выховский рынок. Вот если вы выберетесь туда, то вы будете удивлены, насколько там много маленьких историй случается. Мой выбор в пользу черно-белой фотографии обусловлен тем, что черно-белая фотография наиболее искренне, что ли, передает момент и события. У тебя есть только черное и белое, и градации оттенков между ними, то есть серые тона. Ты никак не приукрасишь каким-то ярким цветом что-либо. Много модных цветовых решений, которые ты можешь, отредактировав кадр, даже на следующее утро подумать: так, мне тут не нравится, нужно цвет изменить. И это уже больше о цвете, чем о содержании и о фотографии самой по себе. Когда я иду по улице и вижу, скажем, какого-то интересного персонажа, назовем так, но человека я считаю в кадре как персонаж кадра, то я к нему подходить бы не стал с вопросом, можно ли сфотографировать, потому что для меня уличная фотография — это больше о каком-то моменте не постановочном. К таким положительным историям я могу выделить кадры пожилого мужчины, сидящего в его автомобиле Volkswagen Jetta первой серии. Как раз таки эта машина и привлекла мое внимание. Самое забавное, что из-за бликов в стекле я как раз таки мужчины не заметил, поэтому я достаточно уверенно подошел чуть ли не вплотную и начал снимать автомобиль. И в этот момент я услышал вопрос: а что это вас интересует так? И я уже думал, что сейчас будет конфликтная ситуация, потому что обычно автовладельцы не особо любят, когда их машины фотографируешь, но все оказалось полностью противоположным. То есть он даже мне рассказал немного про автомобиль и про какие-то моменты своей жизни. Мы побеседовали в процессе, я поснимал его, и это был один из тех моментов, которые тебя как раз-таки заряжают, как человека, который занимается уличной фотографией. Мой любимый кадр — это кадр с троллейбусом, который подъезжает к остановке в снегопад. Он достаточно классически выглядит, и мне он нравится именно такой атмосферой старых пленочных кадров, которые я мог смотреть в альбомах или в книгах. Из оборудования, на которое я снимаю, я бы хотел выделить свою пленочную камеру. Это пленочный фотоаппарат Nikon F100. Одним из главных преимуществ этой камеры я могу сказать преемственность Nikon, то есть к ней подходят абсолютно все объективы, выпущенные для зеркальных фотоаппаратов, как новые, так и старые. Плюс, по сути, это та же цифровая камера, которая снимает на пленку, то есть у нее есть все режимы, которые есть у современных камер, автофокус в том числе есть. Огромный, совершенно прекрасный видоискатель. Когда пользуешься этим видоискателем после той же мыльницы или после зенита, на который я тоже имел удовольствие, так скажем, поснимать, это просто как день и ночь. Черно-белая пленка позволяет контролировать тебе весь процесс от и до. От идеи и задумки я имею в виду в том плане, что в черно-белую, как в принципе в любые пленки, уже заложена какая-то характеристика, то есть контраст, зерно. Я замечаю, что я уже мыслю в таком ключе, то есть я вижу кадр, как он будет, то есть я знаю, что получу. И большим плюсом я считаю, что ее легко проявлять дома.
относительно легко. Нужно совсем немного реактивов и каких-то приспособлений. На эту мысль навел на самом деле, как это ни парадоксально, один канадец, с которым мы общались в Инстаграме, и он сказал: а почему бы тебе не проявлять дома пленку? Я подумал, а почему бы и нет? Спросил, как это делать, и оказалось, что все, что нужно, это совсем немного, и у меня большинство из этого было, то есть так совпало, что у меня был бачок, на тот момент советский. Контролировать процесс — это очень интересно, это полное погружение в дело, то есть потрогать руками, ты цифру не потрогаешь, негатив, а когда ты высчитываешь время, температуру растворов, это все тактильно, и результаты в большинстве случаев соответствуют тому, как ты это видел, что для меня важно и является, пожалуй, чуть ли не ключевым моментом в черно-белой пленочной фотографии. Раз. Следуя какому-то алгоритму, можете получить ожидаемый, контролируемый результат, однако никто не говорит, что вы обязаны ему следовать. И если, например, вам хочется контрастнее, то вы можете проявить дольше и проэкспонировать пленку меньше, и получите результат более контрастный. То же самое, если вам нравится более мягкая картинка, действуйте в обратную сторону. Как бы все под задачей, но ты знаешь, от чего отталкиваться. То есть это не то, как цифровой негатив, который плюс-минус, проэкспонируя его правильно, это будет всегда какая-то плоская картинка, которую тебе нужно еще додумывать. Нет, тут мне то, что нравится, есть характеристика, под которую ты подбираешь тот же тип пленки. Например, один из моих любимых, это у многих он любимый, скажем так, но это Ilford HP5-400, которая дает нейтральную плюс-минус картинку и которая позволяет тебе как и переэкспонировать, так и недоэкспонировать, и проявить иначе. И результаты будут хорошими. И говоря о той же Ilford HP5-400, стоит сказать, что сейчас ее не так-то просто достать, потому что в Могилеве она в принципе не продается, в магазинах ты ее не найдешь. Однако это тоже не сказал бы, что ограничивает как-то, потому что у нас есть прекрасное советское наследие и отечественное наследие. Очень много технических пленок, та же Сема, Тасма, это были технические пленки, которые остались в намотках, и сейчас можно приобрести по, в принципе, сносной цене, и результат, который они дают, на самом деле интересный, я бы сказал так. Столько информации. Говоря же про просрочки, я могу сказать, что тут включается совершенно другой момент, в отличие от тех характеристик, про которые я упоминал, для новых пленок, которые свежие, в намотке совершенно иначе. Если это сильная просрочка, ты никогда не знаешь, какой результат будет, и будет ли он вообще. То есть тут как бы момент, знаете, это как ощущение, ты разворачиваешь подарок, и ты никогда не знаешь, что там. Ты отснял, ты, может быть, даже забыл, какие там кадры были, ты, может быть, себе что-то представлял, но как это получится, ты не знаешь. И это еще один простор, который открывается с пленкой. Я бы выделил для себя одного человека, который является абсолютной иконой для меня фотографии в целом. Это Эллиот Эрвит. Эллиот Эрвит считал совершенно прекрасно наблюдать то, когда люди заходят в галерею, а в галерее все носятся туда-сюда, экспозиция большая, много фотографий. И вот они пробегают через его зал и где-то на полпути останавливаются и возвращаются. То есть глаз будто бы цепляется за что-то, и даже не настолько сознательно, а на подсознании люди понимают, что они не успели за эту пробежку по залу понять, что же их зацепило, и возвращаются, пересматривают. Он сам говорил, что любит по несколько раз возвращаться, его это очень сильно развлекало, и для него это всегда было каким-то показателем того, что он делает действительно вот что-то интересное, какая-то фотография в его понимании имеет смысл, когда ты ее не можешь описать словами или полностью понять. Снимайте на пленку, оно по-прежнему того стоит.